просто не вмещаются вещи. Мы едем на один день, я реально думал взять чемодан, потому что у меня одна сумка, вторая сумка со вторым луком, и, блядь, меня еще бесит, что он не поглажен. Я не знаю, будет ли там сервис, чтобы мне это отпарили. Короче, вот на самом деле, как бы все классно, но есть какие-то моменты, вот прям хочется, чтобы они были организованы кем-то. Почему их никто не организовывает? Ну что, как себя чувствуешь? Я хочу умереть. Почему? Потому что я пил вчера. Или уже сегодня по времени, судя по тому... Уже сегодня, реально. А сколько я приехал? Я даже не помню, как я вернулся домой, блядь. Давай посмотрим, во сколько. 8:55, Зай, пиздец, что делать, я пьяный. Подожди, я вернулся домой в 8 утра. 8:55 в 9. Этого быть не может. Ну, это не может быть. Сообщение, типа, первое. Меня взломали. Это не я. А что там по алкоголизму? У кого из нас алкоголизм? Вас вообще нельзя вдвоем оставлять. Слушай, либо принимайте, либо офигевайте. Ясно? Другого не дано, блядь. Я то же самое тебе сказала, но ты же с утра на меня наехал. Слушай, ну я же не каждый день пью. А я что, каждый? Around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Чё врёшь-то? Нет. Я вчера не пила, например, в отличие от вас. Пила. Нет. А что, дождь, что ли, пошел? Вот первый раз решил одеть белые вещи, и пошел дождь. Ну, это просто, как обычно, закон подлости. Что-то какое-то сегодня негативное настроение, ну, блин, я не знаю, как-то я заебался немножко, правда. Очень много дел, очень много всего. Я после той серии отсыпался часов, наверное, 14. Просто тупо спал. Дяшка, ты забрала? Сука, блядь. Есть. Крыса. Фу, нет, лучше я встал зря. У меня вертолеты, блядь. А хочешь Лонг-Айленд, блядь? Пятый день подряд. Блять, вас вообще нельзя вдвоем, Биба и Боба, вас вдвоем оставишь, все, апокалипсис случится, это невозможно. Это хуже, чем когда я с вами. Ты в курсе, что один из индонезов, которые были в этом, он мастер спорта по тэквондо, а он пиздец борец, блядь, попперсом нанюхал меня, блядь. Они все там попперс нюхают, это что, прикол какой, знаешь, фистятся, наверное, все. По-любому фистинг-пати там 100%. Что у нас по планам сегодня? Что мы будем делать? Бухать? Опять я не пью, все, я не пью. Я уже не могу, я очень устала за время съемок от этого, трипа алкогольного. Rain. Дешевый. Виталий, как тебе реалити? Ты устал? Нет. Как вообще? Эмоционально? Отец двоих детей, как я могу устать вообще, в принципе, да. Не, я бываю не в духе, естественно, это нормально. Там я могу встать не с той ноги, блядь, все бесит нахуй. Но типа все равно, типа, это глобально не Блядь, хуёво. все бесит, но я пиздец богатый, блядь. Он потом вспоминает, что я, блядь, на Бали живу, мне вообще все я самый пиздатый. Настя, а вообще как ты вот себя ощущаешь? Как тебе вообще в целом реалити? Как все сезон этот? Мне съемки сами нравятся, сам процесс как бы, то есть мне это интересно. Но, если честно, очень выматывает, тяжело. Я уже устала, реально, очень эмоционально я выжата. Ты знаешь, я вот первый раз вообще понял о том, что на самом деле эмоционально выгораешь, когда ты, много выдаешь из себя эмоций и всего-всего, на все так реагируешь. Да. После съемок чувствуется какая-то немножко такое, будто пустовато. Вот я почувствовал это, когда Олег нам сказал в лицо, типа, мне похуй, я вообще не хочу ничего о вас узнавать. Типа, мне похуй, кто вы. Но больше меня, конечно, выжила предпоследняя серия. Там было столько, какой-то очень насыщенный сам по себе день был, очень много событий, как-то мы там что-то все много чего проговорили. У меня вообще проблемы со сном, я очень плохо сплю. Но я так вырубился, я просто я лег спать. Я прям натанцевался, блядь, нихуя там физнагрузка, блядь. Жалко, зрители не увидят, как ты танцевал. Реально, после окончания съемок. Там грация голый, пластика. без трусов, очко наружу, стоит, балет, танцует. Это было очень смешно. Могут увидеть в телеграм-канале Миланы. Нет, это эксклюзивный контент. Кстати, компромат есть только у меня, и Оли. И мы никому не покажем. То есть, если эти кадры где-то всплывут, значит,
Нас слили. Слушайте, а как вы вообще, относитесь к тому, что вот у Миланы произошел конфликт с звукарем? А как вы вообще оцениваете это все? Я за нее очень сильно переживала, но понятное дело, что я на стороне Миланы. Но это неправильно, это на самом деле было. Ее можно понять, она об этом так рассказывала, как бы ее это ранит. Я ее понимаю. Я, наверное, до конца не могу понять Милану, именно в целом ощутить эту проблему, да, мне сложно действительно, я потому что с таким не сталкивался, и прямо вот настолько глубоко ее понять, насколько это сложно для человека. Я бы, наверное, немного попроще бы отнесся ко всей этой ситуации, но я бы уволил звукорежиссера 100%, потому что кто платит, тот и заказывает музыку. Это во-первых. Во-вторых, если ты, сука, если такой принципиальный, если для тебя это, блядь, табу, какого хуя ты продаешь жопу и соглашаешься все равно на это и идешь через свои принципы? Ты сам себя обнаебываешь. Типа, нет, я против всей этой истории, блядь, для меня это пиздец. Ну ладно, когда мне платят, если никто об этом не узнает, то окей, блядь. А что ты думал, сука? Ты идешь снимать реалити, здесь, блядь, из 10 человек, сука, 7 блогеров. 7, блядь. Это было очевидно же. Блядь, понятно, что ты 100% попадешь хоть когда-нибудь в кадр в сторис, блядь, и тебя спалят. Но это невозможно скрыть, блядь. Причем у всех, достаточно большая аудитория, это же было глупо, блядь. Стопудово он просто немножко гомофобно настроен, да, в целом, потому что была ситуация, я просто на нее, не обратил внимания в самом начале, когда мы снимали первые бэки, я только захожу, меня еще даже петличку не успели надеть, и у меня спросили, он спросил, а ты что, здесь один, нормальный? Как вы, ребята. А я вас... Серьезно? Сезон заканчивать нужно ярко, поэтому я решила снять самую дорогую виллу на Бали и закатить масштабную вечеринку. О май гад! Добрый вечер! Сколько вас? Привет! Ну что, финальная серия, прощальная вечеринка. И, естественно, Милана не поскупилась и сняла просто ебучую, огромную, охуенную виллу. Вилла была одна из, наверное, шикарнейших, что мы снимали. Я знаю, что она обошлась нам очень дорого, как и вся, в принципе, вечеринка. Вышла больше, чем 1 000 000 рублей. То самое место, в котором, что называется, ты чувствуешь себя на своем месте. Просто пиздец, как в фильме, типа. Такое только присниться может, и то не всем. Первое такое впечатление было прям, ты такой смотришь, такой, вау, слов даже нет просто. Нет слов, одни эмоции, как говорится. Здесь 3000 метров, вилла стоит $3000 в сутки. Отдыхайте. Никита, как всегда. Ну чё, блядь, нахуяримся. Я позвал всех ребят, они приехали. Многие мои друзья позвали своих знакомых. Мы заказали диджея, очень много шампанского, заказали бармена, у нас там был свой бар. И, в общем, всю ночь мы пили коктейли. Вау! Вот где нужно жить. Это следующая наша вилла. Мы будем жить. Ну что, перебираешься на Бали? Вот реально. Перебираешься. Ты такая, блядь. Смотрите, какое красивое небо. Пахнет как бабушкина дача. Да. Очень богатый бабушки-миллиардерши. Тут душ открытый. Что тут еще нам предлагают? Ты здесь останешься, да? Ну да, мы здесь останемся. Да, вот здесь бы жить, конечно. Тут вообще, 0 изъянов, я тебе скажу. 0? Я сегодня сплю с Кешей. Но это не значит, что ему можно будет отсосать тебе. Мне и не надо, Он же покушается на тебя, а прикинь, во сне, я об этом подумала. Да ну! Ты когда спишь... Бля, Кеша будет, он напьется и будет спать. Я не хочу даже об этом думать, это too much вообще. Пойдемте вниз. Я хочу вниз. Пойдем сюда. Я хочу снизу. Вилла была огромная, там была детская комната, там была комната для
Курить нельзя, это плохо, но комната была, мы ее, конечно же, не использовали. Была комната с вином, почему-то закрытая. Каждый гость на этой вечеринке пытался попасть в эту комнату, подергал за ручку двери, но ничего не вышло. Там деньги хранить надо? Винный шкаф. Бутылки водки. Я думаю, я подобрал пароль. Блин, круто. Ну, мы поняли, да. Давайте Блин, попробуем. это очень 7-1 прикольно. час. Необычно. Да, Майк, давай не будем рисковать. В смысле? Посмотрим, что там дальше. Почему бы не рискнуть, как говорится? Чё вы? Кстати, нам сказали, что ты прошлой серии плакал. Это правда? Я? Нет. Не, Пиздобол! Ну, конечно, Плакал? конечно, вы меня все... Доебали, да? Да, мы максимально. кончены. Я просто понял, что это я делать? максимально ничтожный, бесталантный, Подожди, мы тебе не говорили, Подожди, что он сейчас ничтожно. думает, Нет, я наверное, сам. Ты сам это понял, да? Да, я сам это понял, я это все понял, мне нужно было выплеснуть свои эмоции. Просто нужно было пройти через эти этапы, чтобы стать еще сильнее, сделать еще пизже. Что не убивает нас, делает нас сильнее. Да. Выпьем за это. Аминь. Я очень рад, что ты открылась для зрителей с некоторой новой стороны. Ну, типа, когда С я худшей. вижу... Наоборот, ты знаешь, мне кажется, наоборот, типа, когда я вижу тебя в шоу, я думаю, господи, это так мило, ты такая настоящая. Спасибо Ты такая большое. вот, как когда мы общаемся, и, блядь, это, блядь, стоит миллиардов просто. Реально, просто показать это. И Спасибо спасибо большое. тебе за то, что ты так открылась, правда, это очень важно. На самом деле этот проект не просто проект посмеяться, поразвлекаться, там, покаркать над какими-то ситуациями. Этот проект намного глубже, и я считаю, что он поможет очень многим личностям найти себя, раскрыть себя и не бояться самовыражаться. Я очень хочу второй сезон, но зависит от просмотров. Если как бы шоу наберет 150 тысяч просмотров, ну, естественно, никакого второго сезона не будет. Просто столько всего. Ты знаешь, даже когда мы обсуждали секс, были такие моменты, я думаю, блядь, может это оставить для второго сезона? Типа, блядь, мне кажется, что ваша поддержка очень важна, правда. Вы должны, блядь, поставить ёбаный лайк. Работаешь на камеру профессионально. Это должен купить Netflix. Вот я уверен, что когда Netflix увидит первый сезон, они просто охуеют и скажут, блядь, мы хотим это снимать по всему миру. И, кто знает, может быть, второй сезон будет в Лос-Анджелесе или где-нибудь на Сейшелах. Здесь остается Коля с Виталиком. Да, сегодня я сплю с Колей. Нет, здесь остается Виталик и Оля. А я уезжаю. Она уезжает домой. Виталий, у меня к тебе такой вопрос. Я хотел его задать все наше время знакомства. Да. Если бы ты был геем, с кем бы из нас ты встречался? О, мы показываем, как вы будете спать и делать. Ну, Вот Коля. Коля пришел. либо Милана, либо ты. О, thank you so much. Мне очень приятно, правда. А мы же подруги должны всем делиться, даже мужем. Охуеть. Нет, Развод. А я бухаю, мне похуй вообще на все. Хуля, скоро домой, проект закончен. Но уверен, что вы ждете уже второй сезон. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если вы хотите ждать новую вот эту всю историю. Да, как-то так. Да, за Милану. За Милану. Олег. За Никиту. В какой-то момент мне показалось, что Олегу будто бы некомфортно на этой вечеринке, он был какой-то поникший, то ли грустный. Первый человек, с кем я начал общаться, это Оля. Она поинтересовалась вообще, что со мной, есть ли у нас какой-то коннект, короче, типа они подумали, что я обиделся на компанию, вот. Мы с Олей поговорили, выяснили отношения, скажем так, что нужно более уважительным быть друг другу в одной компании, когда кто-то что-то говорит, обращать внимание на человека, смотреть в его сторону и слушать. Я застал Олега за разговором с Олей, и они обсуждали то, что Олегу кажется, что мы его не принимаем. Когда закончились все камеры, когда уже мы ничего не снимали, у нас с Олегом состоялся тет-а-тет. Мы поговорили в целом о шоу, о его жизни. На самом деле, я могу его понять, почему он так себя ведет, потому что он попал в новую тусовку, он никогда не дружил с такими, как мы, не тусил с такими, как мы. Такие отношения, как с Миланой, у него впервые. Поэтому это все для человека в новинку. Он открылся мне, мы классно поболтали, побеседовали. И вообще в целом он довольно-таки позитивный и приятный парень. Я очень крутой диджей, ребята. Опыт 10 лет. Поэтому мы сейчас нахуярим
Музло. У нас был диджей на тусовке, и, блин, честно, я вообще не в восторге была, потому что я не люблю техно. Непонятно, кто вообще предложил техно. Сука, это всегда проблема, когда просто приходит какой-то диджей. Ну почему нельзя, блядь, просто включить Cardi B? Ну это что, так сложно? Или типа это зашквар считается? Единственный человек, которому понравилась музыка, это был Олег. В целом я техно обожаю, электромузыку. Диджей, врубай шарманку! Сейчас нахуй Пэрис Хилтон, блядь. Тинкербелл. Надо разъебать все. Разъебать этот вечер, эту вечеринку. Ой, у меня волына выпала. В течение вечеринки так получилось, что мы многие поделились между собой на компании, и вот мы в комнате сидели, общались с Лешей и с Колей, так откровенничали, можно сказать. Когда у тебя последний раз секс был? Мы же разговаривали. В августе у меня там же, блядь, пиздец, да, трио такое. У тебя тоже в августе? Да. Реально? Да. Пиздец. Последний раз. Институт благородных девиц. Из интересных тем мы с Лешей и Настей обсуждали Майка. На прошлой вечеринке, когда мы играли в бутылочку, он рассказал о том, что у него был секс за деньги всего лишь один раз, и это была сумма за $50 000. Ну, я не верю. Главное, Покажи честность. пруфы. В бизнесе главное Ну, типа, покажи честность. пруфы. Вот я могу показать пруфы, сколько мне предлагали. Сколько мы раз ходили в клубы. Я только что сказала, судя по она, всем нашим походам. сука, в центре внимания. Я, блядь, как, Да. блядь, последняя Да, одеваюсь, оголяюсь. да. Она, сука, ты блядь, помнишь, всегда цепляет в джинсах кого-то. Вообще Да, не Я тогда огромная пришла, была, да. я тогда пришла не накрашенная, Ты волосы да, не уложены, да, нихуя, да, пересосалась со всеми. Я на самом деле давно хотел познакомиться с Лешей, я очень давно наблюдаю за ним в интернете, и оказалось, что мы очень близки по духу, он очень смешной, я тоже очень смешной, он душа компании в своей компании, я в своей компании душа компании. В общем, у нас такой был веселый, классный тандем. Это, ну, понимаешь, это тоже Это твоя энергетика, энергетика, да. да. Ты сам по себе приятный очень, поэтому как бы... Нефтяная Ну, некоторые энергетика. считают, что я не очень приятная. Была история уже у нас в компании на самом шоу в одной из серий, где Виталик и Оля очень, я даже не знаю, как сказать, прям вообще нелестно отозвались о Лёше, хотя первый раз вообще виделись, они даже не поздоровались, насколько я знаю, в этот день. Непонятен выплеск в мою сторону, что типа я двулично, хотя с людьми увиделся первый раз тогда, и уже высказывать какие-то мнения обо мне, не подходя ко мне, не поздороваясь, не спросить у меня имя, Здесь я ничего, согласна. и просто говорить обо мне такие вещи, ну для меня это было просто странно, и я задачился вопросом, почему это так? Странно, как можно просто по внешности человека сделать такие выводы. У меня как бы это вообще я не поняла этой ситуации. Мне неинтересно, мне неинтересно менять мнение о себе у них. Мне было интересно, почему они так сделали. С учетом того, что они не подошли, не познакомились, Да. Я и сразу согласна с- начали делать какие-то Мега, выводы. мега странно делать выводы по типа А так, ну интуиция типа, такая, блядь, это мне так с ними... тупо, я много раз в У жизни меня к ним сталкивалась. агрессии нет никакой, абсолютно. Я людей не знаю. А мне было непонятно, почему люди ко мне так отнеслись, с учетом того, что они подошли ко мне, не познакомились, не спросили, кто я и что, и вообще, в принципе, со мной не поговорили. Они включили режим ванги и начали что-то там себе выдумывать обо мне. Там ребята заказывали еду, Оля сказала, ты будешь кушать или нет, и сказала, у меня нету денег, она предложила заказать свой счет. Типа, я смотрю по отношению к себе. У Оли бывают перепады, она вроде бы нормальная, но бывает сарказм кинет. Но я считаю, на такая таком... стервочка. Да. Она дева зай, в Да. этом ничего такого И нет. типа, ну, сейчас я уже более или менее понимаю, Но как они люди вообще, себя ведут. они отзывчивые, я здесь Да, ничего не могу ну сказать. типа, блядь, с учетом того, что были вот эти вот наши перепалки, Да. разговоры, человек предложил, и типа для меня это показатель. А ребята думали, что типа я друг Степы. В процессе я рассказала ребятам о том, что когда мы играли в бутылочку, и Максим задал вопрос Насте, кому она там, типа, из серии плохо относится, Настя сказала, что к Степе. И дошло дело до того, что на меня начали наезжать Оля с Виталиком, начали говорить о том, что я хуевая подруга, там, не заступаю за Степу. На что я знаю такую информацию, что не я хуевая подруга. Они знали, что Степа эмигрировал из России на Бали. Он толком нигде не работает, у него небольшой доход. И они взяли с него 100 000 за курс. Вообще Степа странный персонаж. Откуда он взялся? Кто он вообще? Есть такое ощущение, что Степа просто хочет попасть в нашу тусовку, быть, возможно, одним из нас, но я думаю, что у него это не получится, потому что, чтобы быть такими, как мы, нужно родиться такими, как мы. Вот.
Я олицетворила такую ситуацию, это уже было вне камер, и для меня, конечно, это было показательно, еще раз показательно насчет Степы. Степа о Майке вообще нелестно отзывается, прямо, я бы сказала, даже часто грубо, он пытается вечно его подъебнуть, вот. И такая ситуация произошла очень переобувочно, я бы сказала. Я видела, как Степа уже все выпили, Майк тоже был не очень трезвый, и они сидели на диване, и Степа прямо реально очень сильно клеился к Майку. Блин, давайте обнимемся, я вас люблю. Я реально вас уже так люблю всех. Мы уже такие... На самом деле даже как-то грустно, что реально, уже последняя серия, да, мы все будем заканчивается. вместе время столько жить вместе, просыпаться, обсуждать. Мы можем проводить и Я на после этого самом деле, времени. о чем вот еще хотел сказать вот про тебя. Честно, вот сейчас без всего, блядь, я мечтал с тобой познакомиться. Серьезно? Реально, потому что я понимал, что мы в чем-то похожи на шутки. Да, ты постоянно Вы тоже похожи, вы шутишь реально всегда. похожи. И в компании у тебя ты звезда, у вас. Ты, главное, не Ваня, я не понимаю, Стёпа что тоже, не Стёп, да. ты. Моя открытость произошла в тот момент, когда я понял, кто я есть. Принял себя. Да, я принял себя, и я понял, что все, я больше не хочу скрывать. Для меня важно то, что я чувствую. И с того момента я понял, что все, хватит скрывать себя, строить из себя не того человека, каким ты есть. И вот в 18 лет все, совершенно все изменилось. Пойдемте выпьем? Конечно. I'm a freak of league, but I can't let a broke nigga beat. No, we for the streets, so when you see me, nigga, don't speak. Put 'em straight to sleep. Я пришел со всеми, поздоровался, поговорил, сказал, что я здесь ненадолго, и в этот раз я уйду первый, а не выползу последний на следующий день. Поэтому Никита решил взять у меня интервью, но, по-моему, я взял у Никиты интервью, если вы это видели, по-моему, там больше он рассказывал про свой жизненный путь. Но надеюсь, мои 5 секунд речи вам тоже понравились. Хочу вот с тобой вот переговорить, как вот, мы давно знакомы. Хочется вот услышать твое вот мнение касаемо вообще вот реалити, как работа вот прошла, да, в целом как съемки, все равно ты присутствовал, там видел, как работает команда. Какой фидбэк дашь? То, что говно, я знаю. Да слушай, как говорил фотограф, которого мы позвали на тусовку, он напился и сосался со мной, он говорил, я делаю это говно круто. Вот наша задача тоже была, типа, всей команды сделать крутое, как бы сначала говно, чтобы это всем нравилось, чтобы это было как-то вирусно, чтобы это было, чтобы пересылали, делали нарезки, выкладывали мемы и так далее, и так далее. И я думаю, что все это получилось. Да, но я так тоже от себя хочу сказать, что прыгнули выше головы. То есть я вот честно, я вообще не делал никогда такого рода вообще масштабов даже проект, тем более, даже о чем говорить, уехать в другую страну снимать, для меня это уже что-то, за гранью. Первые смены, первые съемки были какие-то притирочные, мы там с оператором одним чуть не попиздились, там глазами друг друга прожигали. С каким? Неважно. Я не думаю, что у нас была какая-то цель вызвать хейт или еще что-то. Мы реально показали нашу жизнь. А если будет второй сезон, кстати, как думаешь, он будет? Мне бы очень хотелось, я бы еще круче сделал. Вот правда, пускай это будет, знаешь, как пилотный сезон, вот так вот. Короче, блядь, ебем интернета. Давай, за нас и за проект, и за вас, уважаемые телезрители. Мы с Олей общались на улице, потом как к нам подошел Майкл, узнал, что случилось, о чем мы разговариваем. Меня никто не видит, и никто даже не смотрит в мою сторону. Я не сказал, что я обиделся ни разу. Время на той тусовке? Я не говорил такого, где-то такое. Я ничего не обижался. Это все подумали, что... обиделся на то, что, мы тебя не уделяем. Я просто, сказал, что, это не моя компания, это просто не моя компания, мы не можем ни о чем поговорить, вот этот самый большой фактор, когда я что-то говорю, меня никто не слышит, я повторяю, меня никто не слышит, даже не смотрит в мою сторону, так вот именно это нормально. Спокойные люди, и да, меня тоже часто не слышат, я тоже хотел бы воспринять это как ненормально, но я понимаю, что это нормально, мы просто такие. Да, я понимаю. Я тебе дал зарядку. Я делаю, смотри, Майк. Майк. Это то, что я не делаю просто никогда в жизни, ни для кого, серьезно.
И когда ты говоришь, что, блядь, мы, типа, не уделяем внимания, ну, блядь, ну, меня это обижает реально. Потому что я, наоборот, пытаюсь культивировать тот факт, что, блядь, Олег встраивается в нашу компанию. Ты, да, Коля, это, да, к примеру, ну, типа, я говорю уже в целом про всех. Все, блядь, я просто, ну, типа, меня это обижает реально. Они же с Олей откровенничают. С Олей? Да. Насчет? Ну, то, что Оля говорит, почему ты от нас отдаляешься, почему ты с нами не общаешься. Вот, и он говорит, что, типа, мы не заинтересованы в общении с ним. Так мы ему, в смысле, блядь, мы ему и под камерами, и без камер говорили, что, камон. То есть нам интересно, я задавала вопросы, Он интересно считает узнать. нас всех, что, типа, ну не всех, он говорит, что ребята лицемерят, что они хотят со мной дружить. На самом деле такого нет, что, ну... А он не лицемерит? Вот такой вопрос. Не, просто вот в целом, типа, не пытается ли он с нами общаться? Нет, так он это, нету, как раз таки он и не лицемерит, он прямо нам сказал. А мы в чем лицемерим? Я тоже пыталась общаться максимально. Мне... Почему мы в чем лицемерим? Мы все шоу, мы... Нет, я не лицемерю, я ему это и лично говорила, что мне просто непонятно, типа, вот эта реакция и вот эта обида, типа, в прошлый раз. Нам не хватает вот именно коннекта с Олегом. Нам не хватает, знаешь чего? Не хватает того, что он не идет на диалог, вот честно. Я не хочу никого обидеть, но он не идет на диалог. Когда пытаешься с ним разговаривать, то, типа, он сливается, а потом узнается, что он, оказывается, считает, что мы лицемерим. У меня диссонанс в голове, потому что я познакомился с ним в Барселоне, он был совершенно другим. Человеком, да, я И тут он какой-то закрытый. Я не знаю, почему так. Ну, сегодня узнаем, почему так. Мы посмотрим. If they act up, we gon' fix that. My new nigga ain't with that chit chat. You know you ain't getting your bitch back. I do it, bitch, I did that. Wish a bitch would, I ain't taking my wish back. I do it, bitch, I did that. Wish a bitch would, I ain't taking my wish back. I ain't something like a boss. Go sink up on the scarf. Burberry ass, sorry, I don't ever take a loss. Yeah, bitch, I like it real, bitch. Stick up in the clips. Bitch, give me what it took, I might put it on the lip. Блядь, позвонили, сори. JT, I'm fly with it. CITY with it. Right cheek, left cheek with it. Fun size on fleek with it. Slim, thick, petite with it. G-Wag with the key missing. One time for my freak bitches. After hour, no sleep bitches. When I get my freak on, they throwing money like me home. When I do my dance, money fight, these niggas throwing bands. JC, I ain't playing. Little bitch, I don't want your man. Вообще, честно говоря, герой этого вечера был Майк. Майк быстрее всех напился. Это, конечно, было забавно за ним наблюдать. Не с издевкой, просто было забавно. Ой, ой, тихать так хочется. Ой, тихать так хочется. Тихать хочется. Блядь. Блядь. Нет! Ушел, блядь! Ушел! Не надо так шутить со мной. Не надо. Нет! Ух, блядь! Нет! Уйди ты, блядь! Хватит! Меня зажали в угол! Все, брысь! Вперед, действуй! Да хорош ты, блядь, сейчас! Блядь, стих нахуй, блядь! Иди нахуй, блядь! Да ну все побегает, блядь! Что делала в туалете, шлюха? Признавайся. Покажи. О, блядь, грязная шлюха. Что ты
какой-то ходишь, знаешь, сам не свой как будто. Слушай, просто я немножко, мне грустно, что все заканчивается. Как-то, знаешь, я так привык ко всем ребятам на самом деле. Ну ты же не будешь уезжать, типа, это я только понимаю, уеду. Ребята уезжают, типа, все скоро уедут домой. Как-то я так, как-то не знаю, блин, честно, вообще на самом деле очень прикольно. Я безумно хочу второй сезон. Чтобы это, да, реально просто, потому что добавить, мы уже понимаем, как работать, как что делать. Хотя, на самом деле, вот по факту у нас, блядь, нет никакого сценария. Это тупо, блядь, реал лайф. Да, блядь. все, что происходит между вами, Вот, типа. и все, да. Хочется, конечно, некоторые моменты, типа, знаешь, я вот, например, на тусовке, когда мы тусили, играли в бутылочку, когда были вопросы, я хотел разъебать Майка. У меня было что сказать ему, но я этого не сделал, потому что, я мог что-то личное сказать о человеке. Не потому что, типа, я, блядь, боюсь, нет, просто я понимаю, что это, как бы, это некрасиво с моей стороны просто будет, но есть пару моментов, которые можно было бы, знаешь, типа, спайси добавить очень. Мы вот и как раз хотим сейчас сыграть в правду или действие, поэтому... Отойди, пожалуйста, блядь, рыжая Гермиона, нахуй. Ой, ты уже нажралась, что ли? Давай, пошла отсюда, нахуй. Настя, хочешь? Как член моего бывшего. Дай! Я спать своим мужем не буду, пусть Майк спит сегодня. Кто-то сегодня нахуярится. Он выбрал меня почему? Потому что я грязнуля страшненькая, да, наверное? Я бы, кстати, выбрала тебя. Мне не нравится настолько, типа, нализанные. Ну, это все еще, знаешь, такая шура просто, как бы. Да. Знаешь, просто когда человеку делают комплимент, и он потом такой, типа, как приятно. И теперь он от него не отходит, знаешь, это выглядит... не отходит? Да, 1000 раз уже к нему подходил. Да ладно. Да. Не заметила? Я тебя, ты повнимательнее, зайка. Ребят, я очень рад, что мы все здесь наконец собрались дружно и все замолчат. Спасибо. Так, давайте с вами поиграем в игру под названием «Правда или действие». Вот у нас человек не знает правила. Правила простые. Мы начинаем с тебя. Леша, блядь. С тебя, если круг, который начинается, ты задаешь любому собеседнику отсюда правда или действие. Он выбирает либо правду, либо действие. Если он выбирает правду, ты задаешь любой абсолютно вопрос, на который он должен ответить. Если он выбирает действие, ты задаешь любое действие, которое он должен выполнить в рамках этого помещения, в рамках этого реквизита. И действия могут быть абсолютно любыми. Главное, не травмоопасными, не нарушающие какие-то там законы и еще что-то. В скобочках похуй на все. Все готовы? Леша, сядь, пожалуйста. Да, поехали. По-моему, если я первая начинаю, то будет к хозяйке этого мероприятия. О май гад. Задать вопрос, но это... Сначала правда или действие? Спрашивай ее. Правда или действие? Правда. Ой, я как будто с Дженнифер Лопес разговаривала. В смысле, как будто с Наоми Кэмпбелл вообще-то. Быстрый ответ. Блядь, вопрос задали. Милана, ты счастлива? В полной мере, вот сегодня ты была счастлива? Это такой очень провокационный вопрос. Я не знаю, готов ли на него ответить, но... Ты выбрала правду. В целом, да. Через сколько негативных ситуаций я прошла в своей жизни, и что в итоге? Я безумно счастлива. У меня есть отношения, я живу в классной стране, у меня классные друзья, у меня все в жизни охуенно. И если я смогла, то и ты тоже сможешь. Виталик, правда или действие? Действие. Сними футболку. Оля. Ой-ой. Ой, Майк, наверное, слюной потек. Олег. Ты Правда понял. или действие? Пожалуй, действие. Действие. Не хочет. Правда? Поцелуй Сергея. Засос. Я, кринжанула с этого очень, когда Виталик это сказал. Я такая, что вот это неловко, потому что Сергей лучший друг Миланы, Олег ее парень, вот только новоиспеченный парень. И то есть это так, я такая, блин, господи, что происходит? Да нет, вы что? Ну это уже задействован другой участник шоу. Не против. Я сразу задался вопросом, почему так задействован второй участник. И это ему
нужно будет уже решить, захочет ли он исполнять это желание вместе со мной или нет. Если он откажется, то я могу его не делать. То есть все, желание не загадывается. Самое главное, что Милана не против. Милана не против. Это главное. Окей, Сергей, спросите Села. у Сергея. Села, мигает. Что я об этом думаю? Думаю, что это пиздец, потому что, типа, так подставить меня, блядь, это нужно было, я не знаю вообще. Просто что вообще, что у человека в голове. А я, кстати, думаю, что у медоеда в связи, блядь, с его действиями есть какой-то, приколдес, походу. Блядь, медоед, ты гандон. Что ты готов поцеловаться с Олегом. Да, а давайте, может, Майк поцелуется с Олегом? Медоед, давай Майк поцелуется с Олегом. Окей, они оба этого хотят, поэтому... Что? Я могу менять на Майка, без проблем. Мы не знаем. Это гаслайт. Это провокация. Это никакой абсолютно провокации. Olег спер вину сейчас на меня, типа, что я не хочу. Так, сейчас. Подождите. Сейчас. Ой, гад! Уступи ты место, пожалуй. Я вот все-таки... Это будет... Поехали. Это было в контексте игры, это было на моих глазах, это не была никакая не измена, они не поцеловались где-то в туалете, пока я этого не видела. Короче, я к этому отношусь нормально, и более того, я даже забыл об этом поцелуе, пока мне ребята вчера не напомнили. Однако, если бы мне выпало в этой игре поцеловаться с парнем моего лучшего друга, то я бы отказалась. Пау-пау-пау! Сука, пизда тебе, понял, блядь? Скажи ему наш богатый парень. Это такая херу, блядь! Скандал есть! Что, нормально тебе, шлюха? Вам пизда всем, уёбы, блядь. Вам пизда всем, блядь. Да, все нормально. Это только начало. Я, да? Я увидела взгляд. Давай, кому хочешь? Кому хочешь. Сергей просто меня изнасиловали. Сука, меня изнасиловали. Все, ладно, тихо, угомонись. Мур, ты меня реально изнасиловал. Пожалуй, Ладно. Коля, да. Правда или действие? Что такое действие? И на Виталика посмотрела. Это уже... Это к Майку уже. Давай, не знаю, действие. Точно действие? Окей. Давай, в смысле, точно, ты что, я хочу предложить? Это сосать никому не буду. Нет, я не хочу другого игрока здесь. А что ты хотел предложить? Бокал, аккуратно. Кому? Нет, что ты хотел сейчас Майк. сказать? Ты про что? Твое действие. Задаю действие. Мне задают действие. Немного. Если честно, мы вообще проебали момент, как он успел так нажраться, осознанный, вот. Но это было весело, особенно когда секунда он сидит так, секунда он сидит так. Это было очень смешно. Залезть на стол, раздеться до трусов. Ну до трусов вообще не проблема, да, бля, ты чё? Да что ты, Ты выбрал действие, Скажи спасибо, что не без трусов, типа, реально. До трусов всего лишь, я, блядь, голая в бассейн прыгала. Я не хочу это снимать. Во время игры «Правда или действие» мне выпала удача, блядь, станцевать стриптиз. Если честно, я немножко на бале ловлю какой-то тильт, я не в форме, я жру как свинья, немножко набрал, и раздеваться при всех мне было, не очень комфортно. Я сегодня в стрингах. Я просто предполагал, в чем он. И баллопой. Ветров. Кстати, инсайт, короче. Меня когда Коля просил на днях такой: слушай, найди, пожалуйста, стринги с металлическими вставками, я открываю там все стринги. Это было трудно. Зачем это тебе? Так он меня просил. Она домой слушай, заезжала, я заехала и домой, я говорит, можешь, пожалуйста, захватить, мне надо в чем стринги проблема, определенные. я не понимаю, Вот именно, Сергей. в чем проблема? Ты только что сосалась с парнем моей сестры. Блять, это игра. Это тоже игра, мы тоже игру обсуждаем. Вы нихуя были не в игре, Кто-то блядь. сосался с Олегом. Ты сидел здесь.
Майк, доброе утро, блядь. Майка, ты в медитациях, да, сейчас у тебя какой-то такой? Вы сосали с Олегом? Честно, я не помню, когда я набухался. Мне кажется, это все было очень органично и как-то само собой. Ну, то есть, я не помню этого момента, когда бы я такой почувствовал, что все как-то пора заканчивать. Он этого хотел, блядь! Это было... Он этого хотел! Вот у кого яйца, сука, большие! Ты шлюха. Ты шлюха. Ребят, давайте играть дальше, пожалуйста. Вот Майк уже максимально плывет и течет, и раскрепощен. Мы ждем, когда, может быть, Коль, ты задашь ему правду или действие? Ты меня Майку. зашеймил, сука? Да, мы тебя Чем? хотим. Блять, а какого хуя ты говоришь, что, блядь, я какой-то не такой? Тебе всего лишь нужно 2 бокала, чтобы раскрепоститься или что? Иди нахуй. Я просто устал, выпил чуть больше, чем обычно, и пошел спать раньше всех. Встал раньше всех, наделал много классного контента. В общем, я, как говорится, доволен. Ну, типа, я вообще вот это не понял реально, то что, типа, все мне такие, чё ты, типа, блин, я так делаю раз в год, и могу себе это позволить, как говорится. Блять, Майк самый бухой, камон. Кому я говорю, что ты самый бухой? То, что Нет, ты раскрепощенный это то, и что чешешь звучало в яйца, твоем. типа, это нормально. Да. Майк, ты же психолог. Вот и всё. Да. Ты разве не понимаешь, Да что не я не стоит пытаюсь напоминать как-то это, он давить сам и это так знает. далее? Я обожаю вот это. Ты же психолог, блядь. Это не я сказал. Давайте так, мы не будем сейчас ни на кого нападать. Мы играем, Коль, давай, Блять! Мы играем еще раз. Типа, это Мы ненормально. играем то, в что ты веселую говоришь. игру. Давайте не Спасибо, будем что нахуй как задел Коршун твои, и Коля искренние налетать на задел кого-то и ничего. сейчас говорить о том, что кто-то, блядь, там что-то не так делает в жизни и так далее, окей? В смысле? Коль, Кого мы сейчас на кого? Задавайте вопрос, пожалуйста. Ловите Иначе мы далеко не уедем. Коль, давай играть в правду или действие. Я вообще не хочу играть с этим долбоебом, блядь. Моя была очередь задать вопрос Майку. Мы, пошептавшись с Олей, решили задать ему каверзные вопросы, и это услышал Сергей. Неадекватным. Я сейчас сидел, молчал, ты Я мне подожди. всем сказал. Я сидел, молчал, ты Я говоришь. всем сказал. Нахуй ты, блядь, какую-то. Я ни слова не сказал Я никому. всем Сереж, сказал, иди еще нахуй. раз. Кеш, подожди, а что? Ты просто, блядь, меня заебал постоянно негатив со стороны Сережи в мою сторону, Что он блядь. сказал? Я молчал вообще, он говорит, давай мы сейчас не будем что-то про кого-то говорить, что-то еще. Я ни Я по слова не поводу сказал. Майка. Что по поводу Майка? Я ему ни слова сейчас не сказал, никакого, блядь, Сереж. 5 минут назад сказал. Какое? Что ты сказал? Скажи, блядь. Ну, кстати, что 5 Ну, минут наверное, назад тебе было? лучше сказать. Что я сказал? Воспроизведи Окей, это, пожалуйста. Хочешь, уходи, типа я окей вообще. Не, мне тоже интересно, что 5 минут назад было. Что я сказал 5 минут Мне назад? не нравится то, что почему вы все сейчас накинулись на Майка, блядь. Никто не кинулся на Подожди, Майка, блядь. нет, Окей. Сереж, ты просто не знаешь Я ситуацию. неправильно понял. Нет, ты просто не знаешь ситуацию. Это Хорошо. прикол, это из-за прикола, потому что Виталик спит сегодня с Кешей, а когда мы заходили, показывали комнату, Я не знаю и спросили, да, и Виталика спросили, блин, ну вот если бы ты был типа Оля. геем, кого бы ты Оля, выбрал? Оля. Подожди, пожалуйста, можно я объясню перебивай, ситуацию? Да. Я просто не понимаю, вот, что и происходит. Виталик сказал, ну Милану и Майка, и все, а у Кеши типа такая, это как бы, типа, блин, не меня, все, типа мы Да, не дружим, типа, все, я ты пошутил, Майка. я Это это типа знал, шутка. Да, вот ты Мы тебе знаешь, и ты просто берешь, шутим блядь, на эту начинаешь тему. сразу Мне негативить, было Сережа. непонятно, Всё, но мы Сережа, объяснили. ты... Я Это понял, не что негатив. это негатив. Сережа, блядь, это негатив. Ты просто не знал. Ты не знал эту понимаешь, что ты, ситуацию, блядь, а я он просто не шутку знал теперь эту себе ситуацию. Реально, отзывал. я так воспринял эту информацию. Только начали играть, пожалуйста. Давай, всё, давай, хуярь, хуярь. Он Хуярь. шутку себе
обожаю, ты успокойся. зачем? Я не хотел. Вообще, на самом деле, у Сергея странная ко мне какая-то реакция. Он постоянно меня цепляет, задевает, хотя я ничего плохого человеку не сделал. Информацию, а потом уже что-то говорить. Послушай, нет, просто Окей, но я не знал эту информацию. Зачем тогда ты говоришь? Для Прости, чего? пожалуйста. Сережа, Я для не чего? хотел Ты тебя постоянно обидеть. меня, бля, цепляешь. Подожди, Да в Никита, чем я меня тебя- заебало Да это. в чем я тебя цепляю? Постоянно, Так во это, всем. может быть, ты так воспринимаешь. Блядь, что ты себя как газлайтер ведешь? Майк И сзади. ты меня неправильно понял, я пошутил. Рот закрыли Сережа, все это нахуй. газлайтинг, блядь. Все, давайте играем. Называет меня жирным. Стоп, подожди, называет меня жирным. Говорит, что я много ем, блядь. Во всем, во всех вещах ты постоянно меня Потому что ты обижаешь. всегда сам это говоришь. Блять, я могу это говорить. Это я Супер. могу о себе говорить как Супер. угодно. Я Мы могу это называть тебя выяснили. шлюхой, Мы это с дура, тобой идиот, как выяснили. угодно. Мы это с тобой Сергей назвал выяснили. тебя жирным. Да, он мне постоянно меня тычет. Я переживаю из-за своего веса, блядь. Блядь, У он меня сам есть ходит. комплексы. Да, Сережа, Он я сам могу об ходит этом и говорить. говорит. Но мы это выяснили 3 дня назад. Майк, ну Я- ты не можешь сейчас так говорить. Ты понимаешь, что Ты же ты сделал? Ты же психолог, блядь. психолог, блядь. Ты что, ёбнулся? Какой Сергей, смысл ты я не так можешь. реагирую? Ты реагируешь. Потому что для меня это моя это проблема, блядь. Для Мы меня с это тобой- комплекс. Хорошо, мы с тобой выяснили это 3 дня назад. И я сказал тебе Хорошо, всё, давайте еще дальше. раз, Даже сейчас повторяю, что я больше Блядь, вы никогда просто не охуели. назову какие-то твои комплексы, которые тебя цепляют. Так это было или не так? Да. В чем проблема? Нахуя сейчас поднимать эту тему опять? Потому что, блядь, ты постоянно меня пытаешься цеплять. чем я тебя даже цепляю? Сереж, даже сейчас. подожди. Я ни слова не... Вот сейчас просто Ладно, он не знал всё. этой ситуации. Я он не понял знал эту прикола, блин. ситуацию, Просто еще раз. зачастую все раньше времени начинают кричать, Сереж. Просто нужно выслушать до конца, что он хотел сказать. Что? Просто я ему говорил о том, что он жирный. Внимательно, ребят. Вы можете выяснять свои отношения тут до утра, но давайте мы Давайте здесь собрались играем. вместе. Давай, всё, Мы снимаем финальную серию, мы играем в правду или действие. Кеша постоянно доебывается к Майку. И в этот раз он доебался до Майка в очередной раз, потому что ты там что-то, ваша ситуация, окей, я ее не знал. Да. И типа Кеша неравнодушен к Майку почему-то. И типа мне странно смотреть, когда моего друга типа как-то, ну там, пытаются, ну там что-то ха-ха, хихи, и я Кешу спрашиваю, типа, А кто твой больше друг, почему? Кеша или Майк? Ну, конечно, Майк. Ну, о чем речь, блядь? Типа, мы с Кешей знакомы, там, ну, там, месяц, блядь. И, короче, фишка в том, что, типа, Кеша постоянно задает какие-то ебанутые вопросы Майку. Выяснили вопрос, и, типа, и Кеша сейчас начинает на меня гнать, что я его постоянно как-то негативлю. Так а в чем, сука, я тебя негативлю, если, блядь, я просто задал тебе вопрос, типа, а почему ты доебываешься к Майку? А потому что ты лезешь, он хочет ему, он имеет право задать вопрос сейчас, правда или действие, любому участнику, а ты взял и доебался. Играем, поехали! Майк, правда или действие? Правда, конечно. Блядь, я думал, ты выберешь действие. Было бы всю твое правду любить, уже, то, что ты блядь, хотел. узнали. Сколько у тебя было половых партнеров? Ребят, мы во время... В этом году. Меньше 10. Вы можете выйти, да? А, он же в отношениях 100 лет был, блядь. Точно. Ладно, тухленький вопросик, окей. Давай, Майк, Давай что-нибудь жесткое, блядь. Ты точно знаешь, что жестко задать. Я хотел тебе реально сделать... Самое жесткое, блядь, задай мне самое жесткое. Он Нет. этого ждет, и не только он. Ты уже выбрал, все, я тебе хотел действие задать. Действие было жестким. Я не готов. Все, успокоились? Майк. Задавай любому, правда или действие. Виталик, у меня к тебе самый большой вопрос. Правда. Если бы ты был гетеросексуалом, кого бы ты выбрал? Я и в свою так гетеросексуал, блядь. Гомосексуал. Я и так гетеросексуал. Он хотел подловить, Смотри, типа... Если бы ты был человек, который был готов к экспериментам, кого бы ты выбрал из всех нас для Олю? отношений? Так я... В смысле, каким экспериментом? Я тебе- Ну, блядь, я тебе отвечал на этот вопрос. Представь, ты гей, блядь. Мне Кого бы сло- ты выбрал? Мне сложно для представить, я отношений? не гей. Представь, ты гей. Представь, ты гей, кого ты выбираешь для отношений? Просто волнует Именно меня для вот отношений. что- Для отношений именно. Да. Окей, я выбрал Милану. Всё? Топ-3.
хотела войти в топ-3, блядь. Ну да, она хотела войти в топ-3. Окей, да. топ-10. Ну, кого бы ты выбрал для отношений, если бы ты был гомосексуален? Но мне сложно сказать, я не гомосексуалист, я понимаю, да, ты мег-гетера, но если представить такую ситуацию, кого бы ты выбрал для отношений? Милана, Майк. О, Расцвела, блядь, кислоту. Вот этот ответ меня устраивает. Другой ответ меня не устраивает. Окей, еще кто-нибудь третий, все. Я в туалет хочу просто, нет. Ну, конечно. Меня просто тошнит от Виталика. Почему ты здесь? Почему я именно здесь или в целом, почему я... Почему ты рядом с Миланой? Потому что мы познакомились и друг другу понравились, и мы вместе. Типа, все просто. Такая лобная дом 2. Почему ты пришла на проект? Любовь или какие-то другие? Ну, потому что нам хорошо вместе, вот. Ладно, ребят, давайте сейчас последнее слово скажу. Огромное спасибо всем, ребят, кто участвовал в этом шоу. Я надеюсь, что кто-то для себя что-то новое взял из него. Возможно, кто-то раскрылся по-новому для себя в реалити. Мы с Олегом улетаем совсем скоро в Турцию. Я буду делать пластику. Я хотела поделиться с ребятами своими эмоциями, рассказать о том, что меня ждет впереди, и что совсем скоро я вернусь совершенно другим человеком. Я сейчас нахожусь в том сложном периоде, когда я меняю свой пол, и мне предстоит сделать ряд пластических операций. Я не знаю, будет ли второй сезон этого шоу, я надеюсь, что очень будет, зависит от просмотров. Но я знаю одно, что после того, как я вернусь, я буду совершенно другим человеком. И я думаю, что вы это оцените, возможно, меня не узнаете. Это будет очень сложно, я очень боюсь операции, но я понимаю, что мне нужно это сделать. Да, то, что Милана планирует делать операции, я знал уже давно, и, конечно же, я поддерживаю ее. Она одна из моих самых близких подруг, и я желаю, чтобы все прошло успешно. Она сделала все, что она хочет, и вновь вернулась на этот прекрасный, замечательный остров Бали, где мы бы продолжили наслаждаться жизнью, бухать, ходить на йогу и медитировать. Полностью ее поддерживаю в том, что если ты хочешь что-то себе изменить, я считаю, это нужно сделать, а не мучиться, если тебя это не устраивает. Милана, я желаю тебе поддержки от твоей половинки, потому что это очень сложно. Спасибо большое. Я тебе тоже желаю поддержки. История, и если вы пройдете такой опыт вместе, всю реабилитацию. У меня была одна, самая простая в мире операция, я ее проходила одна. Вагинопластика? Нет, у меня просто была подтяжка моих отвисших сисек. И я проходила это одна, и ну, это не так кайфово, когда рядом с тобой есть человек, который тебе даст этот бульон, потому что тебе нельзя ничего, и это я желаю, для вас это будет испытание, для вас это будет испытание, но я познакомилась только сегодня, я желаю вам его пройти. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это круто, что вы сейчас, что у тебя появился бойфренд, о том, что ты правда такая... С которым сосалась моя лучшая подруга. Вот этот период реабилитации, это тоже своего рода проверка на отношения, на заботу, на любовь, как он будет рядом с тобой. Ты сейчас... Олег справится классно Да, с этим. никто не сомневается, нет, но все равно. Круто, что ты нас всех собрала, что мы сейчас все вместе там, в одном реалити. Я желаю тебе реально только хорошего, чтобы у тебя все прошло супер. Чтобы потом сделала сиськи, чтобы мы их мацали. Вот. Вместе ходили с тобой, понимаешь, вот теперь уже можно зайти в Victoria's Secret, купить не только стринги, но и лифчик. Мы тебя все очень любим.
И Спасибо тебе. Спасибо. Оля, могла сказать тоже. Будем чокаться после Да. Да. Ребята меня все поддержали, это был безумно милый момент. В общем, у меня остались после того вечера исключительно приятные эмоции. А я хотела сказать, в ближайшее время, чтобы реально была очень легкая реабилитация, чтобы не было сушняка после операции, потому что он есть у всех. И если у тебя будут глюки, чтобы Олег это снимал, потому что это будет весело. Вот, но чтобы этого не было, и все прошло классно, и ты вернулась к нам, блин. Я не знаю, куда пиздачи можно, ты охуенно выглядишь, ты, блин, очень красивая, ты очень сексуальная. Но есть куда расти, ты это знаешь, Конечно. и ты вернешься Нет предела прям совершенству, с нет сосочкой предела. охуенной, Конечно. да. И это круто, что ты стараешься, и ты, блин, любишь себя и за себя готова делать все. Спасибо большое. Спасибо. Либо это подача себя, я не знаю что, ты правда безумно стала очень женственной. У нее То и есть, мужчина да, появился, да, это тоже влияет. просто прям это правда. Да, как такое чувство, вот будто женщина в тебе когда-то умерла, но она сейчас снова ожила. Я просто хочу, чтобы она всегда оставалась такой, какая она есть. Она очень добрая, очень милая, особенно к своим близким, очень щедрая. А это не только в материальном, но и в каком-то человеческом отношении. Вот, я тебя очень люблю, ты классная. По приезду буду готовить ей куриный супчик, бульончик. Вот. Надеюсь, что все пройдет хорошо, и она будет рада своему новому лицу. Солидарна абсолютно с тем, что ты прекрасно выглядишь, ты абсолютно сейчас феминна, но важно не то, как мы тебя воспринимаем, важно, как ты себя воспринимаешь. Вот это важно. И поэтому все твои операции, я надеюсь, что тебе все это понравится, что это ты будешь чувствовать себя максимально комфортно, вот это важно. Я тебе этого максимально желаю. И Спасибо плюс большое. реабилитацию пережить прекрасно. Спасибо, Настя. Я тебя очень сильно люблю. Я тебя тоже люблю. Никита, тебе слово. Можно я тоже скажу? Ладно, давай, Лёш. С Миланой мы не так близки, не так тесно общаемся. Я очень рад, что она меня позвала на шоу. Мне очень приятно. И, не знаю, для меня всегда Милана была девушкой. Всегда. Даже в то время, когда я ей написал первый раз. Для меня она тоже выпустила. была всегда девушка. Я знаю, ты мне говорила. Такая взаимочка. Я ее всегда воспринимал почему-то девушкой. Даже в прошлом амплуа, образе, как хотите это можете понимать, называть. У нее энергетика именно женская. И как бы она не пыталась подстроиться под своих партнеров, либо под общество, она оставалась собой, и все равно она возвращалась к той, кем она есть на самом деле. И я думаю, многих это смотивирует, многие раскроются. Ты и так сделала для многих людей ЛГБТ в России. Многие раскрылись с помощью тебя. И я считаю, что это очень круто. Сели в тюрьму из-за этого. Да. Кто-то сел, кто-то нет. Зато осознали себя. Это Осознали важно. себя и раскрылись, и перестали стесняться, скрывать, кто они есть. Я считаю, что это очень большой прорыв был для России, но то, что сейчас к чему идет Россия, это пиздец. Я очень рад за то, что ты нашла себя, идешь к своей цели. И я желаю тебе расти, расти, расти и не останавливаться. Я тебе тоже такое желаю. Желаю вагинопластику наконец-таки и сиськи сделать. Надеюсь. Такие пару месяцев все с сиськами ходят. Спасибо большое. Меня на второй план. Я хочу тебя Блядь, ну обнять. это же вообще пиздец, вы чё? Это же так мило все. Почему не реагируете? Это круто. Девки, давайте в камеру свои волыны покажите. На самом деле Милана за этот короткий промежуток времени сделала для меня много. Не только позвала в шоу, но есть и другие вещи, и я не хочу их также говорить на камеру. Я желаю ей только самого лучшего. Я уверена на 100%, что она добьется всего, чего она хочет. Лёш, ты чё, все нормально? Все в порядке, все в порядке, Лёша. Ты чё? Все четко. Для кого-то это просто шоу или еще что-то, но для меня это просто что-то новое. Я переступаю через себя, просто иду себе по голове, жму на все свои боли, страдания и пытаюсь принять себя, кто я есть. И все. И я просто
благодарен тебе за то, что ты дала такой шанс. И я решился раскрыться, показать, кто я есть. Ребята, я не могу подобрать слово просто. Ну я просто сегодня, это самое, я нахожусь на Бали 3 года, я была на разных практиках дыхания, матки и так далее. все остальное. Но сегодня я приду и я скажу, блядь, я красивая. Мы все красивые. Вот, прослушав все, я хочу... Я понял, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, я что... Я также не принимаю свое тело, я танцовщица, я должна быть с ногами, как у Миланы. И танцевать на Ибице или у Лубьё. Ты ничего не должна. А я вот такая. Ты ничего не должна. Ты прекрасна и так. Я стесняюсь сделать свои онлайн-уроки по танцам, потому что я смотрюсь в камеры, ну все, я смотрюсь в камеры жирно, я тебя прекрасно. Сука, заткнись. А я мечтаю, блядь, знаешь, о формах, как у тебя, и чтобы у меня были такие сиськи, вот такая жопа. Ты идешь на эти операции, ты огромный риск, огромные бабки, а я просто, блядь, я просто охренела. Я сейчас приду домой, когда я завтра хорошо приду домой и скажу, блядь, все, делаем онлайн-курсы. Когда Милана решила идентифицировать себя как женщина, искренне внутри я знал, и я всегда называл ее Маяшкина. В женском роде, обращаясь к ней, потому что у нее настолько сильная, мощная женская энергетика. Я, наверное... Я прошла курс Виктории Бони. Нет, это Дыхание хуйня маткой. все вообще, блядь. О чем вы говорите? Я сейчас серьезно говорю. Типа, у нее настолько много манер и настолько сильное самоосознание себя, что я в ней всегда видел ту, кем она сейчас является. И я всегда ее поддержу в любых ее решениях. И я рад, что она, искренне рад, что она пришла к этому, потому что, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что жить в России и чувствовать себя как-то некомфортно, ну и так далее, это очень сложно. И она прошла через этот сложнейший путь и все-таки добилась своего. И добивается своего. И я хочу сказать тебе то, что я люблю тебя, просто тебя. Вот и все. Мне сложно что-то будет сказать более интересное, чем сказали предыдущие ораторы. Почему? Ну, наверное, потому что мне тяжело, мне действительно искренне тяжело прочувствовать настолько глубоко проблемы, которые испытываете вы, ну, по объективным обстоятельствам. Не просто так он медоед. Да, но мне реально тяжело. Я понимаю, что это сложно, но вот прям вот полноценно ощутить вот эту всю тяжелую ношу, которую вы несете, через которую вы прошли, я объективно не могу. Реально. Поэтому... Он безэмоциональный ублюдок, и поэтому Милана да, с ним дружит, потому что он такой, какой он есть, и он говорит правду. Я просто люблю Милану, потому что она охуенный человек. Мне без разницы, как она себя позиционирует, она хуже от этого не становится, ну, или лучше. Ну, я просто ее люблю, она охуенная, и на этом, наверное, все. Да, вот. Я как... Ой, ну трогай его член. Ну ладно, мы с тобой знакомы, ну, достаточно давно. У нас очень была необычная встреча и вообще знакомства, и даже разговоры, которые там... Мне что-то было непонятно, и ты мне, ну, многие вещи разъясняла. Ты знаешь мои позиции на многие вещи. Вот. И я очень рад, что это ни в коем случае не мешает нам именно дружить, в первую очередь. Там, несмотря, согласны ли наши взгляды или нет. Вот. Я ценю тебя в первую очередь как человека и как друга. Я всегда знал, что я могу рассчитывать на тебя, и, как показывает практика, ты тоже всегда знал, что можешь рассчитывать на меня. Мы прошли через многие ситуации неприятные, которые были, да, включая даже, наверное, самую ключевую, это твою миграцию, которая очень сильно коснулась. Ты помнишь, что это, ну, действительно, очень жесткий момент был вообще
И как и в твоей жизни, так и для меня как... Не то, что там, знаешь, потерять друга, а просто на расстоянии, но это все равно как бы так или иначе сложно. Также я хочу сказать, что ты, правда являешься уникальным человеком, да, потому что ты работаешь, живешь в этой медийной индустрии, и все твои идеи, которые ты воспроизводишь в общество, это, действительно что-то новое, что-то уникальное, что-то смешное, что-то крутое, провокационное. Я могу бесконечно подбирать все эти прилагательные, ты все знаешь об этом сама, потому что ты такая, какая ты есть. Ты не стараешься уподобиться под чье-то мнение, да, ты личность в первую очередь. И я уважаю твой выбор, я уважаю то, чем ты занимаешься, я уважаю то, что ты транслируешь в общество для тех людей, кому это действительно нужно, и для кого это важно в первую очередь. Вот, поэтому спасибо тебе большое за ту возможность, которую ты, я тебе уже говорил, подарила мне. Да, это уехать в другую страну, спустя 9 лет и так далее. Но для меня, да, в первую очередь было важнее всего попробовать на вкус данный проект. Вот. Было очень много моментов вне камеры, где действительно, чтобы вы понимали, мне хотелось уехать. Было пиздец сложно, но было пиздец сложно, да, я справился. Я смог это сделать. Я смог это сделать, да, привет, Габар. Вот. Я хочу сказать тебе спасибо. Я тебя люблю. Я тебя тоже, Никита. Я хочу, чтобы все те этапы, которые у тебя сейчас будут проходить, они прошли с такой легкостью, с таким успехом, что только приумножит остальные все моменты. Поэтому за тебя, за твою жизнь и за твоих близких. Здоровья. Блядь, дайте стакан, Милане. Новый? Да. Я могу. Разбили бокал, не пей с него. Настя. Спасибо, солнце. А еще, знаете, можно я добавлю на секундочку? Я хочу сказать, знаете, кому огромное спасибо? Жалко, что все заканчивается. Да, подождите, Олечка, сядь за секунду. Я хочу сказать огромное спасибо съемочной команде. Ребята, которые с нами работают, это сейчас не просто для камеры, это настолько... Остальное было просто. Нет, я имею в виду, ребята настолько к нам лояльны. Они, возможно, никогда не работали, да, с такими, как мы, не работали в таких проектах. С трансформерами. Да. И настолько все по-доброму к нам относятся, кроме звукаря. Просто все операторы, режиссеры, все помощники настолько добры, открыты. Это очень круто. Вы реально очень крутая команда. Просто очень круто, что мы все реально работаем сейчас вместе. Уже. Не плачьте, ребят. Вот. Спасибо. Давайте за нашу команду. Самое сложное в вопросе самоопределения это то, что ты не можешь, в принципе, открыться своим близким. Вот многие говорят, чтобы было легче, типа, признайся своим родителям. Расскажи о своей ориентации родителям своим. Проблема в том, что когда ты подросток, тебе там 15-16 лет, ты не можешь это сделать. Я была в такой ситуации, когда ты понимаешь, что твоя жизнь полностью зависит от твоих родителей. И если вдруг им не понравится твое признание или твой ответ, мне не раз задавали вопрос, ты вообще гей? И ты понимаешь, что если им не понравится твой ответ, они тебя могут выкинуть из дома. Тебе 15 лет, ты не зарабатываешь денег, у тебя нет возможностей никаких. Поэтому никаких советов ЛГБТ-подросткам, кроме как, ребят, скрывайте свою ориентацию до конца, до 18 лет, пока вы не найдете работу. Это правда.
Некоторым везет, у некоторых родители очень понимающие, которые их принимают, и это большая удача, когда так. Если вы считаете, что ваши родители вас поймут и примут, если есть какие-то предпосылки для этого, открывайтесь, конечно, это вам облегчит жизнь. Но в 99% это не так. Родители это не примут. И единственный выход до конца держать свою тайну, пока вы не встанете сами на ноги, пока вы не обзаведетесь работой, своим каким-то жильем, хотя бы съемным. И вот, когда вы это сделали, тогда важно открыться. Тогда не стоит бояться ничего. Когда вы понимаете, что ваша жизнь не зависит от ваших родителей, от ваших каких-то родственников. Открыться очень важно. Ваше признание поможет вам увидеть весь горизонт. Вы не будете смотреть на жизнь вот так. У вас вся жизнь откроется, и вы поймете, что вы можете сделать. Сейчас в России это сделать очень сложно в силу законов. Там очень все печально, там реально все очень печально. Я понимаю, что в силу законов люди сейчас не могут в России открыто признаваться своей ориентацией и так далее. У людей, у многих нет возможности куда-то эмигрировать, начать новую жизнь в нормальных странах. Мне очень грустно осознавать, что десятки тысяч геев, лесбиянок, бисексуалов остались там, и им приходится там жить, выживать. Единственное, что я могу сказать, к кому я могу обратиться, это к родителям этих людей. Самое главное — это то, что ваши дети счастливы. Если они счастливы с кем-то, с людьми своего пола, вас это не должно касаться. Это их личное счастье. Если они чувствуют себя намного лучше так, то просто позвольте им это. Позвольте им жить свою жизнь так, как они хотят. Мы не просим ничего больше, просто дайте нам жить нашу жизнь, как мы хотим. Мы не лезем в вашу жизнь, вы не лезьте в нашу. Вот и все. Вы нас отпустили, и просто смотрите, наслаждайтесь нашим полетом. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went by like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, sing with me, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Sing with me, it's just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. А честно, я вообще не думал, что проект будет настолько крупным, настолько масштабным. Мне казалось, что это будет все какой-то лайв-съемки, что-то очень простое. Было прикольно, было весело. Я классно провел время. Было непросто, но было очень интересно и очень полезно с точки зрения опыта. Маяшкина дает возможность очень многим людям почувствовать себя комфортно, потому что их комфорт всегда кто-то прижимает. Само реалити-шоу — это такой какой-то психологический прогрев для меня. Вот. Я думаю, это даст какой-то плюс. Меня в этом проекте не расстроило ничего. На самом деле только все порадовать могло. Есть два момента, которые меня расстроили в этом реалити. Это то, что Олег не нашел общий язык с моими друзьями. И второй момент, ассистенты не подливали мне просекко в нужный момент. Для себя я могу подвести только такие итоги, то что это очень круто, что люди, которые давно боролись с какими-то своими комплексами, либо со своими какими-то потайными, я не знаю, скелетами в шкафу, называйте, как это хотите абсолютно, смогли быть собой.
Я 9 лет не был за границей, и когда Милана мне записала аудиосообщение по типу «Никит, привет, слушай, давай ты снимешь мне реалити-шоу, прилетай сюда, прикол типа снимаем про мою жизнь и про моих друзей». Отказываться, наверное, от такого, это надо быть конченным ебланом. Но и соглашаться на такое, это тоже надо быть конченным ебланом. Во-первых, мы договаривались изначально, что все ссоры, все конфликты, которые будут в реалити, типа мы их оставляем в реалити. Но на самом деле все сложнее. Некоторые ребята реально посрались, поссорились и в жизни больше не общаются. А если вы думаете, что этот проект был какой-то фальшивый, это абсолютно не так, это абсолютно наши эмоции, но некоторые люди, конечно... Я кого-то узнал ближе, кого-то, наоборот, стал кому-то еще более подозрительно, не подозрительно, а как-то скептически относиться. Узнаете это в реалити. Самое неожиданное для меня произошло в последней серии сегодня. Это откровение Лёши. То, что он сказал за камерой, то, что нельзя произносить типа на камеру. Это был просто пиздец. Мы не можем это вставлять, и человек, который пережил такое, у нас у всех были слезы на глазах. После данного реалити, я думаю, что многие его посмотрят, и многие для себя что-то поймут. Я желаю, в первую очередь, всем свободы, внутренней свободы. Любите кого хотите, общайтесь с кем хотите, делайте что хотите, и ни в коем случае не отказывайте себе из-за кого-то, из-за чего-то. Вас ничего не должно останавливать. Есть вещи, которые очень важны, и ваша внутренняя свобода — это тоже очень важно. Я хочу каждому, кто смотрит это шоу, пожелать найти себя, не бояться, самое главное, признать себе, кем ты являешься, и не бояться самовыражаться, и не бояться выражать свою точку зрения, свое мнение и нести свою ценность в этом мире. Зрителям я хочу дать такое напутствие, что все свои какие-то желания там, в плане сексуальной ориентации лучше не держать в себе, так как это рано или поздно вылезет потом, и это еще будет более чревато, нежели чем это раскрыть вот прямо сейчас. Я желаю зрителям быть собой, не стесняться себя, принимать себя такими, какие вы есть. Стремитесь к лучшему, старайтесь как-то... Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, меняйте. Не бойтесь ничего, никто не вправе вас осуждать. Не ссыте, ёпта! Говорите всегда обо всем, что чувствуете. Я об этом вам всегда говорил в своих роликах. Будьте личностями, а не теми уёбками, которым указывают, что нужно делать в этой жизни. Бывает моментами сложно, но нужно понять, что если вы сами внутри себя не найдете вот эту вот силу, чтобы идти дальше, то дальше не случится. Представься, пожалуйста, как тебя зовут? Камера в моторе можно писать. Привет, меня зовут Лёша Рожков. Вот и закончились съемки первого сезона реалити. Хочется узнать у тебя, какие итоги ты можешь подвести по окончанию этого реалити для себя. Здесь я борюсь с самой собой, с непринятием себя, своего тела. Мне было сложно переступать через себя. Мне было сложно говорить о себе в каком-либо роде вообще, в принципе. Меня в этом проекте больше всего удивило себя я. Я делаю здесь большие шаги в этом шоу, чтобы показать, кто я есть. И мне сложно переступать через это все. После сегодняшнего дня, я думаю, всем стало понятно, кто я есть. И я решился раскрыться. Для всех это открытие так же, как и для меня. И сегодня, когда я призналась сама себе в том, кто я есть, мне стало легче. Представься, пожалуйста, как тебя зовут?
С этого дня меня зовут Алекса. Что ты хочешь пожелать зрителям от себя лично? Дай свое напутствие. Не бойтесь себя. Не бойтесь своих мыслей. Не слушайте никого. Будьте собой. Лучше. Все будет супер. Я просто очень благодарна тебе.